2 года назад в Японии произошла масштабная катастрофа, в результате которой погибло много людей, в том числе очень рядом с Рокуро, молодым парнем, который считался одним из сильнейших экзорцистов из ныне живущих. Вернемся к сегодняшнему дню. Рокуро вырос и пытается переспать с разными девушками из своей школы, но все они продолжают отвергать его, так как считают, что он оскорбляет их и является большим подонком. Столкнувшись с очередным отказом, он убегает от смущения и в итоге сталкивается с Майю и ее огромными поклонниками. Року спрашивает Майю, есть ли у него шанс когда-нибудь кого-нибудь трахнуть, но Майю ее лучшая подруга и честно отвечает, что у Папы Римского из Ватикана больше шансов, чем у него. Тем временем девочка с голубыми волосами по имени Бенио едет в поезде, когда внезапно один за другим гаснут огни. Пассажиры понятия не имеют, что происходит, когда внезапно кучка маленьких демонов ударяет в окно, создавая панику, в то время как Бенио остается сидеть спокойно. Люди снаружи смотрят на поезд, который выглядит поглощенным тьмой, но Бенио наконец встает и сверкает бедрами, прежде чем сесть. Достань один из магических талисманов. Затем она решает использовать его, чтобы открыть ворота, и довольно скоро они переносятся в постапокалиптический мир, который выглядит захвачен монстрами и полностью разрушен. Все демоны проникают внутрь поезда через окно, пока она надевает свою маску и готовится к грохоту. Она достает свой меч и начинает рубить демонов одного за другим, как вдруг один из больших демонов встает перед ней и начинает поедать меньших демонов, в то время как другие монстры нападают на нее сзади. Она способна справиться с большинством демонов, когда обращает свое внимание на большого, который превращается во что-то очень большое и омерзительное. Демон нападает на нее, но она уклоняется и намеренно падает с моста, прежде чем достать другой талисман и использовать его, чтобы спастись. Прежде чем она смогла благополучно приземлиться, монстр хватает ее с неба и улетает вместе с ней, в то время как ее броня начинает разрушаться. Она быстро достает талисман и использует его, чтобы вырваться из удушающего захвата демона, прежде чем использовать другой талисман и броситься навстречу демону, пронзая зверя насквозь, убивая его. Однако, прежде чем она успевает отпраздновать это событие, она начинает терять сознание от усталости, вызванной борьбой со столькими демонами одновременно, и начинает падать. Тем временем Року прохлаждается на мосту, размышляя о своем жизненном выборе, когда внезапно над ним открывается портал, и Бенио проваливается в него прямо перед ним. В течение доли секунды его инстинкты срабатывают, и он прыгает с моста и ловит ее, прежде чем упасть в воду. Он каким-то образом вытаскивает ее и себя из воды и начинает тяжело дышать, прежде чем замечает Бенио, пытающуюся убежать, как будто ничего не произошло. Сразу после этого она достает листок бумаги и выглядит смущенной, прежде чем подойти к Року и отдать его ему. Он смотрит на пергамент и понимает, что это какая-то плохо нарисованная карта со звездой на ней. Он спрашивает, не хочет ли он подойти поближе к звезде, и после ее подтверждения начинает показывать ей дорогу. Он пытается завязать светскую беседу, но Бенио не разговаривает с Бетой и игнорирует его. Вскоре они оба заблудились, и Бенио заставляет его купить ей немного еды, так как она проголодалась и заблудилась из-за него. После всего этого Року очень зол на нее, но идет впереди, когда они замечают пару играющих друг с другом братьев и сестер. Внезапно вокруг них опускается темнота, и они слышат кучу кричащих звуков, а когда они оборачиваются, оба брата и сестры исчезли из этого района. Бенио немедленно открывает портальные врата, которые заставляют Року понять, что она тоже экзорцист, прежде чем их обоих засасывает внутрь разрушенного мира. Року открывает глаза и испытывает посттравматический стресс при виде этого мира, в то время как раненый брат говорит своей сестре убегать, когда приближается монстр. Рядом с ними монстр уже собирался съесть их, когда внезапно Бенио вонзает ему в лицо 2 меча, когда она подбегает к нему и забирает их. Выхватила свои мечи, прежде чем начисто отрубить демону голову. Року осознает, что она и сама довольно сильный заклинатель, когда кладет свои мечи и подходит к детям, чтобы убедиться, что они в безопасности. Внезапно из-под земли позади нее появляется монстр, и довольно скоро их окружают демоны по имени Кигер. Року с ужасом наблюдает, как его руки начинают трястись от ужаса и гнева из-за того, что произошло 2 года назад. Тем временем Бенио кажется совершенно невозмутимо и просто достает связку талисманов и накладывает на себя бафы, чтобы стать быстрее и сильнее. Когда она надевает талисманы на свое тело, они начинают светиться, и она снова поднимает свой меч и использует одну из своих сильнейших атак. Она атакует всех демонов вокруг них со скоростью молнии и начинает позрубать их одного за другим без передышки. В то время как Року с изумлением наблюдает за происходящим, не в силах поверить, что женщины могут быть такими сильными и независимыми. Она продолжает рубить врагов, и довольно скоро все они разлетаются на куски и уничтожаются. После этого она подходит к раненому мальчику, лежащему на земле, и говорит своей сестре, чтобы та не волновалась, а сама достает из кармана еще один талисман и кладет его на землю. Мальчик, прежде чем произнести исцеляющее заклинание. Мальчик просыпается и благодарит Бению, в то время как Року подходит к ней, прежде чем похвалить ее за удивительные боевые способности и выносливость. Она спрашивает, какого
черта он здесь делает, и он отвечает ей, что это она притащила его сюда, но прежде чем они успевают уйти. Внезапно земля под ними дрожит и ломается, прежде чем они успевают уйти. Появляется гигантский демон, похожий на паука, который прибыл прямо из Австралии, готовый убить их. Бенио говорит Року, чтобы он снял детей с охраны, пока она разбирается с австралийским пауком, и Року немедленно забирает детей и уходит. Бенио готовится и прыгает на паука по одному за раз, но как только она пытается атаковать его голову, ее взрывом отбрасывает на землю. Року немедленно подходит к ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но она понимает, что им нужно немного отвлечься, если они хотят, чтобы спасти детей. Она дает Року один из своих талисманов и говорит ему забрать братьев и сестер и вернуться в реальный мир, в то время как паук идет к ней. Он спрашивает, что она собирается делать, и она отвечает, что победит Австралию, несмотря ни на что. Америка всегда на первом месте. Року говорит ей, что она должна сбежать с ним, но она говорит ему, что она не Б. Как и он, она экзорцист, чья работа изгонять нечистую силу. Заключается в том, чтобы уничтожить этих существ. Она спускается к монстру и поднимает свой меч, готовясь к атаке, прежде чем оттолкнуться от земли прямо к его голове. К сожалению, монстр довольно толстый и крепкий, так что атака на самом деле мало что дает. Она падает обратно на землю и решает использовать свою специальную атаку и начинает атаковать очень быстро со всех сторон. В то время как Року наблюдает за ней сверху, понимая, что она не может поддерживать такой темп. Ее броня начинает разваливаться, когда она сталкивается с демоном снова и снова, когда демон пытается напасть на нее. И она едва успевает блокировать, как ее броня полностью разваливается. Она решает выиграть немного времени и использует невероятно сильную атаку, которая отбрасывает демона обратно к стене, но оставляет ее бездыханной и истекающей кровью от полученных повреждений. Ее выносливость начинает истощаться вместе с защитными чарами, поэтому она пытается найти больше талисманов, но понимает, что использует их все. Как раз в тот момент, когда она думает, что все кончено, перед ней появляется Року, что полностью шокирует ее, поскольку он должен уйти с детьми. Она говорит ему убегать, но он говорит ей заткнуться и увидеть силу настоящего мужчины. Он немедленно достает талисман и направляется к чудовищу, в то время как у него возникают воспоминания о катастрофе, произошедшей 2 года назад, когда он не смог никого защитить. Он наконец-то готов взглянуть в лицо реальности и использует талисман на своей руке, который сразу же начинает светиться и загорается, прежде чем он использует свою магию, чтобы преобразовать энергию Хамлета в огромную красную перчатку. Бенио не может поверить, что этот парень экзорцист с такой безумно сильной энергетикой. Року твердо стоит на ногах и вызывает демона на бой, прежде чем оторваться от земли и нанести удар, которым гордился бы даже Майк Тайсон. Этот единственный удар полностью уничтожает демона, пока Бенья наблюдает, не в силах поверить своим глазам, что этот парень только что победил австралийского паука одним ударом. Она подходит к нему и заявляет, что никогда раньше не видела такой силы, но Року кажется грустным и отвечает, что это не сила, а проклятие. Она смотрит на него с полным благоговением, в то время как он опускает глаза и говорит ей, что она должна забыть о том, что здесь произошло. Поскольку он не знает, я не хочу выполнять такую никчемную работу, изображая из себя Ксорсиса. Она разозлилась на него и наступила ему на ногу, прежде чем достать другой талисман и использовать его, чтобы открыть портал обратно в нормальный мир. Пройдя через него, они стоят у земли и спорят, когда Бенио говорит ей, что она не нуждалась в его помощи и могла бы справиться с демоном сама. Одна, потому что она босс. Року не верит, что девочки должны выходить из кухни, и говорит ей, что она бы проиграла демону, если бы он не вмешался. Он злится и начинает уходить, когда Бенио говорит ей, что они, возможно, скоро увидятся, а затем уходит. Року идет по темным переулкам и вдруг понимает, что потерял свою сумку в воде, пытаясь спасти Бенио. Он решает освежиться, купив что-нибудь выпить, но все его деньги также пропали благодаря еде, которую он купил ей в надежде на какие-то действия, что выводит его из себя еще больше. Позже той же ночью он возвращается в общежитие со своей сумкой только для того, чтобы найти там Бенио, которого нянчит и кормит его хозяин и старшие по званию. Он сразу же злится, но старший говорит ему, что Бенио присоединился к ним в качестве экзорциста и будет жить здесь вместе с ними. Они оба пристально смотрят друг на друга, когда внезапно появляется маленькое пылающее существо и прыгает на Року, приказывая ему отступить. Оно представляется как кинофамильяр Бенио. Року кричит им, чтобы они отваливали, и возвращается в свою комнату, чтобы немного поспать. На следующее утро его будет Бенио, которая засовывает ему в нос какую-то салфетку и прикрывает рот, тем самым будя его. Он потрясен, увидев ее в комнате, и спрашивает, какого черта ей нужно в такую рань, и она отвечает, что сила, которую она имеет, заключается в том, чтобы разбудить его. Вчерашняя встреча была потрясающей, и она хочет, чтобы он пошел с ней в портал, чтобы посмотреть, кто из них сильнее. Року сразу же отказывается, утверждая, что он вообще не хочет заходить в портал. Она подходит к нему и угрожает отрезать ему яйца, но он все равно отказывается и выгоняет ее из комнаты вместе с Киной, крича, что вчерашний день был просто счастливой случайностью, и что он никогда не захочет, чтобы когда-нибудь снова стать экзорцистом. Она стояла в коридоре, когда заметила своего старшеклассника и спросила, не появился ли Кигари. Вскоре все четверо прошли через портал и увидели огромного монстра на расстоянии. Старшеклассники сразу же вышли из игры, но Бенио, похоже, была на взводе, так как она сразу же побежала к монстру, надевая маску и уклоняясь от атаки демона, одновременно доставая талисманы и надевая их на себя. Надень зачарованные доспехи. Она подпрыгивает, уклоняясь от атак, и начинает взбегать по рукам монстра, пока не достигает его головы. Затем она достает свои эфирные мечи и уже готова убить демона, когда тот пытается сбить ее с ног. К счастью, она блокирует атаку и
перерубает руку, в то время как старшеклассники смотрят на нее с благоговением. Она начинает разрезать демона по кусочкам, но понимает, что этот демон намного слабее австралийского паука, которого Року убил одним ударом. Затем она вспоминает обещание, данное своему брату, стать сильнейшим экзорцистом из ныне живущих, и думает о Року, который стоит перед ней. Она намного сильнее, чем она когда-либо могла надеяться. Она, наконец, наносит последний удар и уничтожает демона на куски в одиночку. После этого они возвращаются в нормальный мир, где старшая спрашивает ее, сражался ли Року с демоном у нее на глазах. И она отвечает, что он победил одного из самой сильной ошибки при ударе ногой, которые она когда-либо видела. Они садятся в машину и начинают разговаривать, и старшеклассница рассказывает ей, что Року пришел в это общежитие около 2 лет назад после того, как с ним случилось что-то ужасное. И с тех пор он перестал быть экзорцистом. Тем временем в своей комнате Року становится скучно, и он решает принять ванну, но только для того, чтобы открыть дверь, когда Беня выходил из душа. Это приводит к тому, что она гоняется за ним по всему общежитию с мечом в руке, в то время как Року выбегает на улицу, но сталкивается с синеволосым мужчиной, одетым только в трусы. Року спрашивает, не является ли он каким-то PDF-файлом, но их хозяин тут же кричит на него, требуя извинений, утверждая, что этот парень глава всех экзорцистов по имени Арима. Они все заходят внутрь, где Арима взволнованно сообщает им, что у него есть замечательные новости, и просит старика собрать своих экзорцистов и встретиться с ним под святилищем. Старый мастер вместе со всеми своими учениками подходит к святилищу, и мастер просто тянет за собой все святилище, что открывает скрытую ловушку-дверь под ними. Как только они спускаются вниз, они попадают в огромную, похожую на пещеру зону, заполненную экзорцистами, которые немедленно окружают Бенио, чтобы спросить, как она себя чувствует. Тем временем Арима наконец появляется наверху и просит их всех внимательно слушать. Он объясняет, что перед ним появился оракул и открыл, что долгая война между экзорцистами и кигерами подходит к концу благодаря вознесению Божьего ребенка, которого назовут Мейка. По его словам, этот экзорцист станет легендарным, обладающим силами, недоступными их пониманию, который уничтожит всех демонов и, наконец, установит мир. Всем не терпится узнать, кто эти люди, и довольно скоро Арима вызывает Беньо на сцену. Все думают, что Беньо легендарный экзорцист, но Арима говорит им, что есть еще один человек, и тоже зовет Року. Он в шоке, но старшие выталкивают его на сцену. Року говорит Ариме, что он ошибается, но тот игнорирует его и рассказывает всем, что Беньо – сильнейший экзорцист во всей Западной Японии, а Року – сильнейший в Восточной Японии. Все шокированы, увидев Року там наверху, так как они никогда по-настоящему не слышали его имени. Но Арима успокаивает их и говорит, что скоро оба этих экзорциста продемонстрируют свои навыки. А затем он говорит им, что им нужно сражаться в полную силу друг против друга с намерением, чтобы убивать. Року разозлился на него и сказал, что он не будет делать ничего подобного, но Арима сказала ему, что у него нет выбора, а Бенио, похоже, более чем готова обнажить свой кинжал. Она тут же бросается на него и пытается ударить, но Року быстро и уворачивается в сторону, приказывая ей остановиться, так как он не хочет иметь ничего общего с экзорцистами. Бенио не обращает на это внимания и бросается на него, снова нанося удары кинжалом, но Року ловко уклоняется в сторону. Он продолжает отступать, пока она преследует его, и даже немного разрезает его одежду, но Року отказывается вступать в драку и уклоняется назад, пытаясь ударить. Снова и снова уходи с дороги. Она велит ему использовать всю свою силу, но он отказывается, в то время как Бенио ловит его ударом ноги, который отбрасывает его в сторону. Все начинают смеяться над Року, в то время как Арима садится и говорит Бенио стараться еще больше, одновременно провоцируя Року, говоря, что его друзья умирают из-за его слабости. Он оскорбляет своих друзей, которые выросли вместе с ним и умерли, называя их мусором на их работе. И это стало последней каплей, когда Ролу достает талисман и превращает свою руку в пылающую перчатку. Року немедленно бросается на Ариму с яростным криком, но Бенио снова нападает на него, заставляя отступить. Затем она достает еще какой-то талисман и зачаровывает свой меч, прежде чем атаковать. Но Року — это Джига-чат, который просто наносит удар своим мечом, который разбивает ее о колонны. Она опускается на колени, в то время как Року начинает приближаться к Ариме, но она говорит ему остановиться, утверждая, что победит его и станет самый сильный экзорцист. Он говорит ей заткнуться, но она продолжает говорить, что приводит его в ярость, и он запускает в нее кучу огненных шаров, что она едва могла блокировать и отражать удары своими мечами. Року использует это в своих интересах и бросается вперед, чтобы закончить бой, но Бенио высвобождает всю свою энергию, которая отталкивает Року назад, прежде чем она подпрыгивает в воздух и наносит мощный удар, который заставляет его упасть на землю. Он снова встает, но Бенио продолжает атаковать его с молниеносной скоростью, так что он даже не может ее увидеть. Року злится и бьет кулаком по земле, от чего образуется облако дыма, но Бенио не хочет, чтобы он приходил в себя и поднимается, прежде чем атаковать снова. На этот раз Року готов и уже собирался ударить ее еще раз, когда Арима использует волшебный талисман, чтобы свести на нет их магию, и они оба падают на землю. Земля. Беньо встает, в то время как Арима подходит к ним и склоняется перед Року, извиняясь за оскорбление его друзей, утверждая, что я сделал это только для того, чтобы увидеть его истинную силу. Затем он поворачивается к толпе и говорит им, что эти два экзорциста – знаменитые экзорцисты-близнецы, которые упоминались в пророчестве. Согласно предсказанию Оракула, их ребенок будет известен как Мика, который положит конец королю воздуха и приведет нас к миру. Другими словами, он советует им пожениться и завести ребенка. После вчерашней ссоры все стало очень неловко, и Року трудно даже смотреть
смотреть на Биньё. Внезапно его старшие Шин и Ацуки заходят на кухню и начинают дразнить их, но Биньё злится и говорит им, что никогда не выйдет замуж за того, кто даже не хочет этого. Стать экзорцистом и уехать отсюда. Тем временем Шин и Ацуки рассказывают Року, каким крутым он был вчера, когда приходит Рэй и говорит им, что им нужно пройти обряд изгнания нечистой силы. А также просит Року позаботиться о Биньё, так как с сегодняшнего дня она будет ходить в ту же школу. Он приходит в школу и садится в своем классе, решает Маю, когда учитель объявляет, что к ним присоединится новый ученик, так как входит Биньё. Року злится, когда понимает, что за этим должно быть стоит Арима, в то время как учитель велит ей сесть между Року и Маю. С другой стороны, трое старшеклассников проходят через портал и видят кучку Кигера, ожидающих их. Рэй немедленно достает свой кинжал, прежде чем зачаровать его, и все они начинают рубить демонов одного за другим, готовясь уничтожить любого Кигера, который приблизится к ним. Тем временем, вернувшись в академию, Маю спрашивает Року, видел ли он Биньё, и отправляет его на ее поиски. С другой стороны, Биньё сидит на верхней террасе и наслаждается едой в одиночестве, когда внезапно ощущает присутствие очень сильного Кигера. Рэ говорит Ацуки и Шину, что они должны разобраться с этими демонами сами, так как он не хочет вызывать и подвергать опасности Року или Биньё. Биньё, с другой стороны, собирает свою сумку и собирается уходить, когда Року останавливает ее. Она говорит ему, что в городе появился сильный Кигера, и что старшеклассники могут быть в опасности. Року отказывается идти, но Биньё немедленно отправляется им на помощь. Внутри переносного устройства старшеклассникам приходится очень нелегко, так как и Ацуки, и Шин выбились из сил, а у Рэ почти не осталось сил, чтобы защитить их. К счастью, Беннио появляется на крыше дома и говорит им отступить, пока она надевает маску, чтобы подготовиться к бою. Драка. Она сразу же надевает доспехи, а затем использует оставшийся талисман, чтобы зачаровать свои мечи, прежде чем готовиться к бою. Старшеклассники поражены ее способностью использовать так много заклинаний одновременно, в то время как Беннио пригибается и бросается в атаку на гигантского демона. Она мгновенно разрезает демона как масло с безумной скоростью, которая шокирует всех, но ключевой механизм довольно силен и заставляет ее отступить. В то время как другой ключевой механизм за ее спиной появляется снаряжение. Рио немедленно позаботился об этом и сказал ей, что они разберутся с теми, кто поменьше, пока она сосредоточится на том, кто побольше. Гигантский Кигер оказывается слишком большим для нее, и в итоге он создает небольшой портал, который повреждает один из аттракционов в парке развлечений. К счастью, Року проходит мимо и сразу же бежит спасать детей. В то время как Беннио использует одну из своих специальных атак, чтобы нанести удар по огромное количество ударов в быстрой последовательности, чтобы оттолкнуть демона. Прежде чем подпрыгнуть в небо и, используя свою особую технику, пронзить демона с головы до ног, разрезав его на две части и полностью уничтожив. В то время как старшеклассники с благоговением наблюдают за происходящим. Вернувшись в реальный мир, Року забирается на аттракцион и идет к детям, говоря им, чтобы они схватили его, так как аттракцион вот-вот упадет. Один из детей хватает его и оказывается в безопасности, но другой ребенок слишком напуган, так как аттракцион начинает терять равновесие. Року вспоминает о своих друзьях и говорит ребенку довериться ему и совершить прыжок, и ему удается схватить мальчика за руку как раз перед тем, как аттракцион падает вниз. После спасения детей он возвращается в свое общежитие, где его ждут Биньё и старшеклассники. Биньё изображает грязь на одежде Року и спрашивает об этом, но Року говорит, что это ерунда, прежде чем спросить, как прошел обряд изгнания нечистой силы. Биньё говорит ему, что все прошло потрясающе, а потом они идут в дом, чтобы хорошенько выспаться. На следующее утро Рио приглашает всех на собрание и говорит им, что старшеклассники представят отчеты об экзорцизме, а затем отправятся на несколько сеансов экзорцизма. Он спрашивает, чем занимается Голубиньё, и она заявляет, что сначала почистит свои мечи, а потом будет готовиться к экзаменам, в то время как Року утверждает, что просто расслабится. Рио говорит ему больше сосредоточиться на учебе, что раздражает Року, и он уходит подышать свежим воздухом. Тем временем Рио и остальные отправляются в город и сдают свои отчеты, прежде чем отправиться к старому дому, где их попросили потренироваться. Он читает об истории старого дома только для того, чтобы узнать, что первоначальные владельцы умерли, после чего их сын сдал дом в эксплуатацию. Арендная плата, но с того дня около 11 человек исчезли из этого дома, и их больше никто не видел. Рио велел им разделиться и проверить каждую комнату, но при этом быть очень осторожными. Они зашли внутрь и разделились, но не смогли обнаружить поблизости ни одного Кигера. И все же, чтобы быть уверенными, в конце концов они очистили каждую комнату. В конце концов они перешли в последнюю комнату и сразу же почувствовали, что внутри что-то нечисто. Они достают свое оружие и пытаются внимательно осмотреться, как вдруг они начинают испытывать очень сильное чувство страха, и все их тело замирает и начинает дрожать. Они говорят Рио, что хотят немедленно покинуть это место, но Рио говорит им собраться с силами и открывает портал. Они сразу же оказываются лицом к лицу с гигантским двухголовым Кигером, который немедленно нападает на Шина и Ацуки, впечатывая их в стену. К тому времени, как они приходят в себя и оглядываются, Рэ рядом с монстром уже исчезает. Они оба быстро возвращаются домой, чтобы найти Року, который тоже только что вернулся. Они рассказывают им о том, как Рэ был унесен в портал Кирой, которая, казалось, ждала их.
И это приводит Року в полный ужас. Он тут же вбегает в комнату Беньо, которая разбирала свой талисман. Он просит ее о помощи, но Беньо не отвечает. Увидев это, он выкрикивает ее имя и тут же падает на пол, кланяясь перед собой и умоляя ее помочь ему вернуть Ре. Бенио осознает серьезность ситуации и немедленно говорит Року, чтобы он поднял голову как экзорцист, его не нужно умолять, чтобы сражаться. Он благодарит ее, и они начинают готовиться, в то время как с другой стороны Рио бежит по улицам раненый и измученный, прячась в темными переулками, и пытается избежать встречи с огромной Кегерой, которая преследует его больше, чем мой бывший преследует меня. Он в изнеможении ложится на пол и понимает, что у него не осталось никаких талисманов, чтобы выбраться из этой адской дыры. Внезапно он поднимает глаза и видит монстра, который без макияжа выглядит в точности как мой бывший, и монстр отшвыривает его как муху. Прежде чем он успевает восстановить равновесие, монстр наносит новый удар и использует свои щупальца, чтобы схватить его за ногу, прежде чем поднять в воздух. Он немедленно отсекает щупальца и падает на землю, только чтобы снова быть сбитым с ног Кигером, который швыряет его в здание, прежде чем разорвать его на части. По всему району и снова нападаю на него. Он выплевывает кровь, и у него почти не остается сил, когда он оглядывается и видит, что вокруг него появилась куча кайгеров поменьше, которые пытаются прикончить его. Рио понимает, что выхода из этого нет, и он все равно умрет. Он снова садится и поднимает свой меч, чтобы попытаться сразить одного монстра, прежде чем он умрет, но его чары ослабевают, придавая его мечу ясность, как после ореха. Он, кажется, смирился со своим поражением, когда Кагера приближается, чтобы прикончить его, но как раз перед тем, как это могло бы убить его. Рио использует последний заряд своей энергии и вонзает в глаз монстра свой вялый меч. Монстр остается невозмутимым и хватает Рио, и уже почти готов сожрать его, когда откуда ни возьмись появляется Року и выбивает дерьмо из этого демона. Он сразу же проверяет Рио, но обнаруживает, что тот в очень плохом состоянии. Это его по-настоящему бесит, потому что Рио для него как старший брат. Внезапно монстр появляется у него за спиной, но Року тут же выбивает из него все дерьмо апперкотом, в то время как меньшие начинают окружать их. Ре говорит ему немедленно уходить, если он хочет жить, но Року говорит ему остыть, как только будет замечена молниеносная атака, и достаточно скоро каждый из них будет готов к ней. Единственный демон поблизости теряет голову, когда Бенио использует свою специальную атаку, чтобы уничтожить всех демонов поменьше сразу. Их победа недолговечна, однако когда гигант Кагера снова поднимается, а рядом с ним появляются несколько монстров поменьше. Року говорит Рио держаться в стороне, а сам бросается вперед, чтобы расправиться с каждым из них. К сожалению, он не так быстр, как Бенио, и вскоре его окружает толпа, пока он пытается справиться с оставшимися педерастами. Но Бенио снова приходит на помощь и уничтожает каждого монстра в своем городе. Тропинка. Затем она поворачивается к тому, что покрупнее, но Року говорит ей оставаться на месте, так как это его добыча. И он подпрыгивает в воздух, уклоняясь от его атак, а затем наносит невероятно мощный удар прямо в лицо, мгновенно уничтожая его. Мино быстро расправляется с оставшимися подонками, в то время как Року подбегает к Рио, чтобы проверить, как он там. Затем он забирает его, и они все возвращаются в общежитие, где Шин и Ацуки рады видеть их снова. Позже в тот же день Бенио возвращается в дом с привидениями и полностью его очищает. Когда она выходит, то замечает Року, сидящего там в одиночестве. Она спрашивает, почему он здесь, и он тут же кланяется, благодаря ее за то, что она помогла ему спасти Рио. Она велит ему встать, прежде чем заявить, что он хорошо выглядит, когда дерется, после чего следует оскорбление о том, какой он глупый и бестолковый, из-за чего они снова начинают припираться. На следующее утро Року отправляется в больницу, чтобы проведать Рио, который был госпитализирован, пока к нему не вернутся силы. Року дает ему кучу сладостей и закусок, прежде чем выйти на улицу, и задается вопросом, есть ли у него все необходимое, чтобы стать экзорцистом даже сейчас. Когда он возвращается домой, он обнаруживает, что все, кто находится внутри руны, глазеют на Бенио, пока она создает связку талисманов своим идеальным почерком. Все они начинают дразнить Року за его плохой почерк, поэтому он берет на себя смелость доказать, что он не прав, но в итоге выставляет себя на посмешище, когда он не в состоянии сделать ни одного работающего талисмана из-за своего дерьмового почерка. Они все еще смеялись над ним, как вдруг старый мастер вбежал в их комнату и закричал, что в городе было обнаружено огромное количество ключей. Шин и Ацуки напуганы, потому что Ре была их лидером и сильнейшей участницей, но Бенио говорит им, что она возьмет командование на себя и все организует. Даже спросила Року, не хочет ли он прийти. Они все садятся в фургон, включая Року, который утверждает, что просто пришел посмотреть и не будет ввязываться в драку. Шин оборачивается и дает Року держатель для талисмана, утверждая, что Рио сделал его сам, и он хотел, чтобы он был у Року, если он когда-нибудь снова забредет в портал. Року берет его с улыбкой на лице, когда внезапно они добираются до места только для того, чтобы узнать, что это начальная школа. Они врываются внутрь и видят расстроенного учителя, который утверждает, что все дети в команде внезапно исчезают в воздухе. Бенио не стал ждать и сразу же открыл портал, прежде чем прыгнуть внутрь вместе с остальными. За всеми детьми внутри гнался Кик Эйр, и в конце концов они были окружены, в то время как один из детей был схвачен и был бы съеден, если бы не Року, который пришел с подкатом, оттолкнув демона и спасая ему жизнь. Прежде чем он смог убедиться, что они в безопасности, другой Кигера схватил ребенка и уже собирался удалить его, а Року беспомощно наблюдал за этим. Но тут появляется Бенио, и демон исчезает.
После этого она сразу же использует свои хитрости и начинает спинботинг, удаляя всех соперников на своем пути. Даже после этого огромное количество кейгеров все еще остается, ожидая шанса поглотить детей. Року говорит Бениове отступить и хватает горсть камешков, прежде чем подбросить их в воздух, и пытается взорвать их как пули, но терпит неудачу, так как забыл использовать свой талисман. Он хватает свой талисман и быстро пускает его в ход, а затем снова хватает камни и использует их как пули, стреляя в разные предметы, как школьный стрелок. Шин и Ицуки окружают детей, убеждаясь, что никто не пострадал, прежде чем приготовиться вернуться через портал, но огромное количество кигеров начинает бежать к ним навстречу. Бинхо немедленно снова использует своего спинбота и начинает уничтожать их, в то время как Року использует свою технику ниндзя, превращаясь в школьного стрелка, и превращает кучу монстров в пыль. Шин и Ацуки достают талисман, чтобы открыть портал, но внезапно из-под земли появляется монстр и убивает Шина, прежде чем напасть на Ацуки, ранив их обоих. Року понимает, что это может быть опасно для детей, так как он помнит своих старых друзей. Ацуки не из тех, кто легко сдается и снова встает, прежде чем использовать свое копье, чтобы уничтожить демона перед ним, в то время как Шин наконец может открыть портал обратно. Дети сразу же бегут через портал в безопасное место, что освобождает Року, но внезапно позади него появляется Кейгера и хватает его в свои руки, прежде чем попытаться съесть. К счастью, невероятно сильный луч попадает в монстра и отбрасывает Року, прежде чем он врезается в стену. Сквозь огромное облако дыма появляется фигура с рыжими волосами, которая выглядит чрезвычайно сильной. Его тут же окружает толпа кигеров, но он просто достает кинжал и использует свой талисман, чтобы превратить его в пылающий меч, прежде чем вонзить в землю. Нападающий бежит к нему, но он просто использует одно единственное заклинание, создающее вокруг него огромный огненный ураган, который уничтожает всех нападающих в тот момент, когда касается их. Року и компания ошеломлены этой огромной силой, в то время как парень небрежно кладет меч обратно в свою сумку и прыгает к ним. Року тут же начинает бодаться с ним головами. Бенио подходит и спрашивает, какого черта он здесь делает. Оказывается, этого парня зовут Шиман, и он один из 12 стражей, которые должны быть экзорцистами, владеющими магией, боевыми искусствами, критическим мышлением и тактикой. И Шин и Ацуки шокированы, увидев настоящего стража во плоти, в то время как Шиман поворачивается к ним и спрашивает, кто такой Року. Они направляют его к Року, но он кажется разочарован и бьет его прямо в лицо. Затем он подходит к нему и заявляет, что отвлекся во время драки, которая могла лишить его жизни, а также подвергнуть опасности людей из его команды. Он поворачивается к Биньо, утверждая, что иметь такого неудачника, как Року, в качестве ее звезды-близнеца должно быть утомительно. И она отвечает, что это как он глупый и ленивый. Прежде чем они успевают продолжить разговор, из-под земли появляется гигантский кигер и съедает кучу других демонов, чтобы превратиться в гигантскую гориллу. Он ударяет кулаком по земле, что посылает ударную волну в сторону нашего героя, но они быстро уворачиваются, за исключением Сины и Ацуки, которых ловят и сбивают с ног, упал на землю без сознания. Року в ужасе и беспокоится за них и в слепой ярости поворачивается к монстру. Шаман думает, что Року должно быть слабак и пытается сам разобраться с Кигерой, но Бенио останавливает его и утверждает, что он может пострадать, если встанет на пути Року. Року подходит к демону и достает его талисман, прежде чем надеть перчатку. Затем он заряжает ее своей магией, и когда Кигера пытается ударить его, Року наносит ответный удар, перехватывая его атаку. Происходит небольшое столкновение, но довольно скоро Року побеждает зверя и одной атакой полностью уничтожает его. Шиман удивлен, увидев, какой силой обладает этот, казалось бы, глупый мальчик, в то время как Року тяжело дышит. Пока это происходило, таинственная фигура наблюдала за всем шоу с крыши здания, но как только Шиман почувствовал ее присутствие, фигура исчезла. Прежде чем он смог продолжить расследование, ему позвонила Арима, которая сказала ему, что он нужен дома. Немедленно в штаб-квартиру, и хотя он пытается остаться и провести расследование, Арима вызывает его обратно через портал. Року следует за ним до конца, так как хочет узнать о нем больше, но он падает на землю от изнеможения из-за того, что потратил так много энергии на одну атаку. Внезапно он замечает, что вся команда детей и их тренер стоят перед ним и благодарят его за спасение их жизни. Позже тем же вечером они возвращаются в общежитие, чтобы вкусно поужинать, пока Шин и Ицуки рассказывают о том, каким крутым был Шиман. Року, кажется, начинает завидовать его силе, и он поворачивается к Бенио, спрашивая, когда Шиман стал одним из стражей. И она отвечает, что он стал один раз 2 года назад, когда ему было 14 лет. Року встает в изумлении, ведь даже ему сейчас 14 лет, а это значит, что Шимон был сильнее его даже 2 года назад. Это дает ему цель, которую он может преследовать и победить, и он начинает улыбаться, думая о том дне, когда он сможет стать сильнее его. На следующее утро и Бенио, и Року идут в школу, но во время обеденного перерыва Био чувствует присутствие Кайгера поблизости, поэтому она немедленно извиняется и уходит. Уходит из школы пораньше. Року смотрит ей вслед, но решает не следовать за ней, в то время как Маю спрашивает, почему он так заинтересован в ней. Тем временем Ацуки и Шин сталкиваются с таким количеством кигеров в одиночку, особенно с большим, который приближается к ним. К счастью для них, Миньо прибывает как раз вовремя и мгновенно уничтожает демона, сказав им успокоиться, так как теперь она сама совсем разберется. На следующее утро она
отправляется в школу, но ее тут же перехватывает Майо, которая спрашивает, не хочет ли она посидеть сегодня вместе. Беннио игнорирует ее и Музана, но она, кажется, следует за ней и пытается составить пару во время урока физкультуры, а также во время обеда. Позже, в тот же день, когда она уже собиралась уходить, Майо снова останавливает ее и говорит, что хочет быть ее другом. Миньо говорит ей, что она работает в опасной среде и ей не нужны друзья. Майо думает, что она что-то вроде якудзы, но прежде чем она успела задать еще какие-либо вопросы, Беньо уходит домой. По дороге Року окликает ее сзади и пытается завести светскую беседу, но на нее тут же нападает ее фамильяр, который не хочет, чтобы ее раздражал этот низкий IQ. Придурок. Беннио снова начинает ходить, и когда они добираются до дома, то узнают, что Рю выписали из больницы, так что они устраивают вечеринку с пиццей и всякой всячиной. Они снова начинают разговаривать, и Рэ утверждает, что Шин, Ацуки и он должны завтра пройти еще один обряд изгнания нечистой силы. И Беньо немедленно говорит им, что с Шихуха все хорошо. Они все были счастливы, что все идет хорошо, как вдруг Року открывает рот и заявляет, что он тоже хотел бы прийти, как и Рэ. Он все еще слаб после своих последних сражений. Все в шоке и молчат, что заставляет его чувствовать себя неловко, поэтому он говорит им, что ему просто скучно. Рио сразу же начинает обнимать его, утверждая, что ему бы очень понравилось, если бы Року пошел завтра на экзорцизм. На следующее утро Беннио готовится к тренировке, в то время как трое старшеклассников надевают свое снаряжение. Внезапно Року кричит и бежит вниз, приказывая им подождать, так как сегодня он проснулся поздно. Они говорят им, чтобы они не волновались и поскорее уходили. Беннио продолжает пробежку, помня, что Рио попросила ее позволить Року разобраться с этим делом, так как он хочет увидеть, насколько он серьезен. Во время бега Майо снова перехватывает ее, утверждая, что она бегает трусцой, чтобы немного похудеть, когда внезапно в животе у Беннио начинает урчать, и Майо берет ее с собой. Тем временем Року уже вовсю сражается, он быстро использует свой талисман, чтобы вложить энергию в камни, а затем использует их в качестве пуль, чтобы уничтожить кучу кигеров одновременно, в то время как Рио добивает демона внутри куба, захваченного другими. Прежде чем они успевают отпраздновать, из-под земли появляется группа кигеров и пытается окружить Року, но он тут же отступает к остальным. Рио снова берет инициативу в свои руки, и они все вместе двигаются вперед, чтобы попытаться победить всех. Тем временем Майю ведет Био в ресторан и угощает ее любимым блюдом, чтобы она могла стать ее подругой. Но во время разговора внезапно весь ресторан сотрясается. И свет гаснет, когда Био что-то чувствует опасно. Внутри портала появляется гигантский кигер, уничтожающий все на своем пути, и когда Рэ пытается напасть на него, демон просто отмахивается от него, как от полудохлой мухи. Шин и Ацуки немедленно пытаются создать перед собой барьер, чтобы заманить монстра в ловушку. Но он с невероятной легкостью отскакивает в сторону и уничтожает талисман, прежде чем попытаться напасть на них снова. Беннио сразу же выходит из ресторана, чтобы увидеть, что в реальности существует разделение между реальным миром и миром портала, и когда она заглядывает внутрь ресторана, то видит, что шеф-повара окружает толпа кагеров. Она тут же достает талисман и уходит через портал, оставляя Майю одну. Тем временем кагер пытается напасть на Року, но Рэ прыгает между ними и отбивает удар, в результате чего падает на землю. Року оглядывается и видит, что вся его команда повержена, что выводит его из себя. Он подходит к кагеру и достает свой особый талисман, прежде чем использовать магию и надеть на руку огненную перчатку. Кагер пытается ударить его, но он легко перепрыгивает через атаку и подбегает к его рукам, чтобы нанести невероятно мощный удар в лицо, который немедленно уничтожает его. На другой стороне Беньо расправляется с кигером и спасает шеф-повара, прежде чем решает вернуться через портал. Как только она попадает в реальный мир, Майо обнимает ее и начинает плакать, утверждая, что испугалась за нее. Беньо не в состоянии справиться с этими эмоциями, но начинает обнимать ее в ответ, наконец принимая ее дружбу. Они идут обратно, и Майо рассказывает Беньо, что она знает об экзорцистах, так как его дедушка – старый мастер в одном из общежитий. Беньо внезапно осознает, что старый мастер в их общежитии – дедушка Майю. Майю внезапно осознает, что это означает, что она живет с Року и немедленно мчится обратно в общежитие. Они находят Року и других, которые только что вернулись после экзорцизма. Но как только она видит Року, Майю набрасывается на него и начинает бить за то, что он не сказал ей, что живет с Беньо все это время. На следующее утро Арима приходит в общежитие в своей пляжной рубашке и шортах. Он говорит Беньо и Року, что у него есть специальный тест для них двоих, и запихивает их в свою машину, прежде чем уехать. Року кажется сбит с толку, так как он не знает, куда, черт возьми, он их везет, поскольку они, кажется, направляются больше в жилые районы. Он говорит им заткнуться, потому что они ничего не знают о тренировках. Затем он останавливается перед огромным особняком и паркует свою машину, прежде чем войти внутрь. Он рассказывает им, что раньше это был его загородный особняк, где он много раз хлопал по щекам Крэка. Прежде чем показать ему огромную территорию, красивый бассейн, пиломатериалы и, наконец, полноценный домашний тренажерный зал. Беннио кажется впечатлен тренажерным залом, но Року все еще считает, что что-то не так. Вскоре его подозрения оправдываются, когда Арима приводит их в специальную комнату с подсветкой, занавешенной
занавешенную шторами и красивой раскладной кроватью. Он прыгает на дерьме, показывая, что он делал в этой комнате, прежде чем сказать Року, что отныне это особняк его и Бенио, так как им нужно, чтобы научиться оставаться вместе и любить друг друга, чтобы они могли быстро переспать и создать малыша Мико. Року смущается и пинает Ариму в стену, когда дверь открывается и старый мастер входит в руну, утверждая, что все необходимое находится здесь. Року спускается вниз, чтобы убедиться, что упаковщики и грузчики уже все перевезли. Арима говорит Року, что как глава экзорцистов, он должен убедиться, что пророчество сбудется и что Року не умрет девственником. После этого он забирает Кину с собой и уходит из дома, сказав, что позвонит им после того, как они устроятся. Некоторое время спустя Року заходит в свою спальню и сразу же начинает волноваться, думая, что возможно наконец-то почувствует запах девушки. В то время как Бенио в своей комнате просто оглядывается по сторонам и решает, что ее кровать стоит не на том месте и продолжает ее передвигать. По какой-то причине она не может передвинуть кровать, когда внезапно вся комната начинает наклоняться. И они вынуждены прислониться к стене, в то время как перегородка между их комнатами открыта. Внезапно загорается экран, и Арима говорит им, что это будет одно из их испытаний, в котором единственным способом избежать этой проблемы будет совместная работа. Он также утверждает, что любое использование магии было аннулировано, так что им придется просто использовать свою физическую силу и сотрудничество, чтобы сбежать из этого места. После того, как соглашение исчезает, Року оглядывает комнату и обнаруживает, что им по сути придется перепрыгивать с одной кровати на другую, чтобы наконец сбежать. Достаньте отвертку, с помощью которой они смогут открыть вентиляционное отверстие, а затем выбраться оттуда. Бенио готовится, но Року говорит ей подождать, пока он прыгнет и попытается забраться на первую кровать. Но только для того, чтобы поскользнуться и упасть обратно, ударившись головой о стену. Бенио ухмыляется, а затем очень элегантно запрыгивает на кровать и протягивает ему руку, чтобы он тоже встал. В итоге он падает прямо на нее и в первый раз чувствует запах девушки. Затем Беньо подбадривает его, а затем говорит ей прыгнуть, чтобы он тоже мог подбодрить ее. К сожалению, как только Беньо прыгает, Року заканчивает тем, что закрывает глаза и бьет меня по лицу точно так же, как моя бывшая, когда она не хочет делать мне бутерброд. Они оба падают и, наконец, снова поднимаются, только чтобы встать в очередь за тем же толчком. На этот раз Беньо заставил его сконцентрироваться, и они смогли успешно допрыгнуть до последней кровати. После этого она быстро бросила ему веревку, и он тоже взобрался по ней наверх. Похоже, наконец-то они подошли к ее последней задаче – достать отвертку и открыть вентиляционное отверстие. Для этого они должны действовать сообща, поэтому Року наклоняется, а Бенио забирается на него сверху, прежде чем он встанет, чтобы она могла дотянуться до отвертки. Она быстро открывает вентиляционное отверстие, и они оба забираются в темное помещение и начинают двигаться. Внезапно Року звонит Ацуки, который кричит, что произошла массированная атака Кигеры, и они оба нужны им в качестве поддержки. Они быстро начинают двигаться по вентиляционным отверстиям с фонариком и, наконец, достигают экрана в конце, на котором написано, что если вы хотите пройти, у вас есть, чтобы правильно ответить на вопросы, в противном случае им придется начинать с самого начала. Року злится на Ариму, но Бенио говорит ему сосредоточиться на текущей задаче. Они заканчивают тем, что размышляют о правильном ответе, прежде чем Року наконец может использовать свой мозг и получить правильный ответ, открывая люк под ними, который ведет их в безопасное место. Миньо немедленно достает свой талисман, чтобы помочь старшеклассникам. Тем временем старшеклассникам приходится очень нелегко в борьбе с богомолом Кагером, который загнал их в угол и хотел прикончить. Но, к счастью, Року успевает вовремя и отбивает его своей пылающей перчаткой. Кагер разозлился и попытался ударить его, но Беньо подоспела как раз вовремя, чтобы вонзить свои мечи глубоко в спину демона. Кагера начала кататься, пытаясь сбросить ее, поэтому Року быстро забрался на здание и велел ей отступить. А сам прыгнул вперед, чтобы нанести мощный удар, это отталкивает монстра, прежде чем разнести его на куски. Они все, кажется, по-настоящему обрадовались, когда Року заметил, что одна из ее заколок, похоже, порвалась. Она сразу же запаниковала и заявила, что это подарок ее брата и что это чрезвычайно важно. Она начинает рыться в пыли, думая, что потеряла его во время драки. Но Року хватает ее и уносит обратно в особняк, где быстро запрыгивает в вентиляционное отверстие и достает резинку для волос. От этого Беня становится еще более влажной, чем смоченная водой губка, и она начинает краснеть. Позже они вместе ужинают, и Беня уже собирается ложиться спать, когда Року спрашивает ее о брате. Она садится и утверждает, что они были близнецами, и она всегда смотрела на него снизу вверх, потому что он был лучше ее во всем. Он подарил ей эти заколки для волос во время фестиваля, но после того, как их родители развелись, они тоже жили раздельно. Пока однажды она не услышала новость о том, что ее брат погиб, пытаясь защитить кого-то из своих друзей во время обряда изгнания нечистой силы. Року утешает ее и говорит, что у него даже нет родителей, и он всего лишь экзорцист, потому что они воспитывали его с тех пор, как он себя помнит. Это делает их связь крепче, чем когда-либо, прежде чем они снова ложатся спать, но не в одной постели. На следующее утро Майю идет в свой особняк, чтобы встретиться с Року, так как она только что узнала, что он здесь для того, чтобы потрахаться и ничего больше. Он быстро проясняет ситуацию, говоря, что не хочет иметь с этим ничего общего и что их принуждает главный экзорцист Арима. Май возвращается к Року и спрашивает, зачем он все это делает и
и чтобы он больше не занимался экзорцизмом, только для того, чтобы Року сказал ей, что он уже снова стал экзорцистом. Она начинает кричать на него, что больше не хочет видеть, как ему так больно, потому что это ранит ее сильнее, чем он может себе представить. Внезапно Бенио говорит, что Року обладает невероятной силой, и эта сила помогла спасти нескольких человек до сих пор, включая она, которая, вероятно, умерла бы, если бы не он. Майю все еще упорствует, говоря, что хорошего будет, если он сам умрет со слезами на глазах. Внезапно Року заговорил, поблагодарив ее за то, что она подумала о нем, прежде чем заявить, что он снова занялся экзорцизмом, зная, что с ним может случиться. Но если бы ты мог спасти хотя бы одну жизнь, это могло бы того стоить. Майю начинает плакать и выходит из дома, печально возвращаясь к себе домой. Вспоминая, как она нашла его у реки в одиночестве, плачущего и сжигающего все талисманы, которые у него были, потому что он не смог спасти своих друзей. Во время прогулки она вдруг заметила в зеркале отражение девочки, но когда она посмотрела, там никого не было. Она подумала, что у нее должно быть галлюцинации, и снова начала ходить. Тем временем, вернувшись в особняк, Кина приносит обед для Бенио и внезапно замечает зеленый талисман, который, по словам Року, принадлежит Майю, так как она носила его с детства. Манио сразу же догадывается, что это талисман, и говорит Року, что он должен вернуть его ей, так как он скрывает ее магию от Кигеры, защищая ее от любых атак. Року испугался и сразу же бросился за Майю. Пока Майю шла, она вдруг почувствовала, что ее снова схватили, и оглянулась, но ничего не увидела, только посмотрела в зеркало и увидела, что за нее держится грязная девочка. Она была слишком ошеломлена, чтобы что-то сказать, когда внезапно девочка очень жутко улыбнулась и утащила ее в другой мир. Она проснулась и обнаружила, что находится в совершенно другом месте, окруженная красной пустошью, и ей стало очень страшно. Она оглянулась и увидела маленькую девочку, которая смеялась как маньяк с красными глазами, а затем превратилась в Супер Саяна и гигантского полуосьминога Кагера. Он сразу же схватил Майю своими щупальцами, напомнив мне о некоторых видео с щупальцами, которые я смотрел ночью, прежде чем приблизить ее к себе. Ее грудь, где она видит еще кучу кагеров, ожидающих, чтобы сожрать ее. Она начала плакать, надеясь, что кто-нибудь спасет ее, в то время как Кагер уже собирался перерезать ей горло, как вдруг появился Року с огромным суперменом, который в ярости ударил монстра кулаком в лицо. Удар заставляет демона оставить ее в покое, и он тут же ловит ее, спрашивая, все ли с ней в порядке. Он говорит ей, чтобы она не волновалась, так как он спасет ее, и в итоге она теряет сознание от истощения. Он опускает ее на землю и поворачивается к чудовищу, готовый преподать ему урок, пока оно стоит прямо перед ним. Внезапно появляется даже Беньё и говорит, что ты должен присмотреть за Майю, пока она побеждает этого Кигира, но он отказывается, так как хочет убить его сам. Они начинают нападать на него, когда Ракун наносит сильные удары, в то время как Био пытается разрубить его на куски, но, к их удивлению, волосы этого Кигира не повреждены. Намного сильнее, чем все, с чем они сталкивались раньше. Прежде чем они успевают придумать какой-то план, внезапно Кигер подвергается нескольким магическим ударам, и он уничтожается в течение пары секунд, прямо у них на глазах. Когда появляется сонный парень, говорящий, что это должно было быть легкой работой для них. Он подходит к Майю, чтобы убедиться, что она жива, а затем поворачивается к Року и спрашивает, как у него дела, пока тот дрожит на своем месте. Оказывается, этого парня зовут Сёган, и он также является одним из 12 стражей. Кроме того, он является отцом Майю и наставником Року и Ре, и научил их всему, что они знают. Року пытается успокоить его, но Саган не обращает на это внимания и начинает наказывать его, пока Бинио наблюдает за происходящим. После этого он хватает Року за руку и утверждает, что Арима рассказала ему о его возвращении к экзорцизму, и спрашивает, действительно ли он думает, что хочет снова стать экзорцистом. Еще раз. Року опускает глаза, прежде чем заявить, что он больше не хочет быть самым сильным, и его не волнуют никакие пророчества. Но он не может допустить, чтобы окружающие его люди пострадали. Сиджан дает ему пощечину, когда Року падает в грязь, прежде чем заявить, что все, что извергает Року, является идеалистическим чушь, на которую всем наплевать, но Року встает. И говорит, что он имеет в виду именно то, что говорит. Услышав это, Сёган подходит к нему и вызывает на поединок, чтобы узнать, есть ли у Року выдержка, мужество и навыки или нет. Року кажется потрясен этим, но Саган продолжает, говоря, что он вообще не собирается сдерживаться, так что это было бы лучше, если бы Року тоже набросился на него с намерением убить. Бой начинается, и Саган немедленно достает талисман, прежде чем использовать его для создания каменных пуль, которыми он очень небрежно стреляет в Року, который едва уворачивается от каждой атаки. Это выглядит очень похоже на атаку Року, но Бения понимает, что магия и сила, стоящие за атакой Сёгана, несравнимы. Внезапно Року использует гигантскую каменную пулю, чтобы попытаться раздавить Сёгана, но он показывает ему, что размер не имеет значения, прежде чем взорвать огромный камень своим крошечным камешком. Удивительно, но Року готов к этому и появляется изнутри, готовый нанести удар, но Саган немедленно использует свою магию и забирает его. Забирает талисман у Року и отбивает его удар, поскольку перчатка уже исчезла. Он говорит Року, что он чувствовал, что Року не хотел причинять ему боль, несмотря на то, что он сказал ему об этом,
и заявляет, что он недостоин талисмана, прежде чем раскрошить его и положить в карман. Року пытается вернуться, но Сёган пинает его ногами, прежде чем навалиться на него сверху и заявить, что он никогда не сможет стать хорошим экзорцистом. Он называет Року слабым и напоминает ему о том, что произошло 2 года назад, что вызывает интерес Бенио, и она спрашивает, что произошло. Сёган оборачивается и спрашивает, не знает ли она, что он сделал во время катастрофы, и она качает головой. Он говорит Бенио, что руки Року перепачканы кровью, и просит его замолчать. Сёган продолжает рассказывать, что 2 года назад в общежитии Хина произошла катастрофа, где, согласно новостям, какой-то кигер появился из портала и убил всех стажеров, которые там жили, а также остальных студентов. Единственным выжившим участником был Року. Минхо очень разозлился из-за того, что ее брат после того, как они расстались, пошел в то общежитие и в итоге был убит там одним из кигеров. Сёган садистски рассказывает, что в тот день из портала не появился ни один кигер, и что на каждой тренировке никто другой не был убит, чем их дорогой друг Року, который в тот день сам потерял контроль над своей силой. Бенио не может в это поверить и подходит к Року со страдальческим выражением лица, спрашивая, правда ли все это, в то время как Року просто смотрит вниз, не в силах вымолвить ни слова. Саган продолжает рассказывать Року, что один из его друзей детства по имени Юдо был братом Беньё. Эта информация полностью застает его врасплох, так как он понятия не имел, что их жизни связаны до такой степени. Беньё все еще стискивает зубы и снова спрашивает его о трагедии, и в конце концов Року принимает правду, говоря, что все, что сказал Сёган, было правдой. Бенио теряет контроль над собой и достает свой меч, направляя его на Року, вызывая его на бой. Року отвечает и просто опускает глаза в знак поражения, в то время как Саган спокойно опускает руки Бенио, утверждая, что это еще не все. Внезапно раздается звук, и мальчик в плаще подходит к ним и зовет Року, как будто он давно потерянный друг. Року потрясен, услышав его голос, в то время как Саган смотрит на него и сразу понимает, что это Юдо. Юдо подходит и снимает плащ, чтобы показать свои синие волосы и повязку на глазу. У Бенни не было слов, и она пыталась позвать своего брата, но из ее горла не вырывалось ни звука. Сёган говорит Уда, что ждал, пока он покажет себя, прежде чем достать свой талисман. Но Юто просто насмехается над ним и угрожает жизни Мэйв, если он отойдет хотя бы на дюйм от своего места. Сёган вынужден остановиться, но шок Року перерастает в бурлящий гнев, когда он кричит на Юто о том, почему тот все еще жив. Юто просто издевается над ним, говоря, что рана, которую он ему нанес, полностью зажила, и что он здесь, чтобы возродить их дружбу. Этого более чем достаточно для Року, который бежит к нему со слепой яростью. Но Юдо просто щелкает пальцами, и из земли вырастает пучок волшебных веревок, которые полностью связывают Року. Сёган удивлен этим, так как замечает, что он даже не использовал талисман для своей магии. Он подходит к Року и начинает насмехаться над его друзьями и высмеивает его за то, что он такой бесполезный. В то время как Року кричит на него, спрашивая, какого черта он сделал с 2 другими детьми. Много лет назад. Оказывается, 2 года назад только Року и Юдо были достаточно сильны, чтобы пойти на поводу у Ксоры и убить Кейгера, в то время как остальные дети все еще тренировались. Среди них Року был самым сильным на сегодняшний день. За ним следовал Юдо, и все хотели быть похожими на них. Однажды Юдо собрал большинство детей в комнате и пообещал им, что после того, как он привнесет в них какой-нибудь тренд, они станут такими же сильными, как Року. Все они решили поднажать, потому что быть взбешенными – это слишком тяжело. Они все собрались в комнате, где Юдо готовится к какому-то ритуалу и закрывает дверь, прежде чем приступить к своей черной магии. Тем временем Року возвращается и спрашивает, где были остальные у 2 девочек, которые были внизу. Они сказали ему, что были в комнате Юдо, так что Року особо не задумывается об этом. Он решает сходить за пудингом, но когда пытается открыть ворота, у него ничего не получается. Он рассказывает об этом одной из девочек, как вдруг таинственная сила уносит другую девочку в очках в вестибюль. Они немедленно следуют за ней и находят ее скорчившейся на полу, не двигающейся ни единым мускулом. Когда они оборачиваются и видят, что одна из девочек плачет, утверждая, что что-то действительно случилось. Вот-вот случится что-то плохое. Она говорит ему, чтобы он запасся Юдо как можно скорее и что она не хочет становиться продавцом. Внезапно она начинает меняться и превращается в огромного монстра прямо у них на глазах. Прежде чем они успевают опомниться, все общежитие кишит кейджерами, которые раньше были ее друзьями. Року и зеленоволосая девочка немедленно пытаются выбраться наружу, но дверь заперта, и один из кейгеров хватает девочку сзади и открывает рот, пуская на нее слюни, пока она крики о помощи. Но все тело Року было заморожено, и он ничего не мог сделать, пока девушку пожирали прямо у него на глазах. Наблюдая за этим, Року действительно впадает в отчаяние, которое вскоре перерастает в вулканическую ярость. Бенио не может поверить в эту историю. Она стоит там и не может понять, как человек может стать кайгером. Сёган говорит ей, что это называется порча кайгера, и о ней знают очень немногие люди, которые достаточно храбры, чтобы углубиться в темное искусство. Это одна из самых злых вещей, которые люди совершали, чтобы получить больше власти, и Уда использовал детей в общежитии в качестве подопытных, чтобы он мог понять, сколько силы он может получить и как усовершенствовать трансформацию. Другими словами, он говорит ей, что виновником трагедии был не
не Року, а ее брат Юдо. Бино отказывается в это верить, утверждая, что ее брат самый добрый человек, которого она когда-либо видела, и что он никогда этого не сделает. Но Юдо сам говорит об этом и велит Бино заткнуться, потому что ее голос раздражает. Он утверждает, что ему надоело слушать ее праведную болтовню. Стёган говорит ей, что она должна принять реальность, поскольку Юдо всегда обманывал самых близких ему людей, и по своей истинной природе он жестокий, извращенный человек. Бенио спрашивает его, было ли все то время, что они провели вместе, тоже ложью, а затем он разрушает ее еще больше, говоря, что никогда не любил ее и думал, что она глупая сестра и не может угнаться за ним, и считает ее одной из худших вещей, которые с ним случались. Бенио ошеломлен, в то время как Року приходит в ярость до такой степени, что начинает разрывать магические веревки своей чистой физической силой, двигаясь к Удо и говоря ему, что независимо от того, что он сейчас сделает, и даже если он умрет, он никогда не простит его за то, что он сделал. Он срывается с последней веревки и бросается к Удо, как вдруг его кулак сам по себе превращается в пылающую перчатку, а затем принимает мрачный вид, когда он наносит ему удар. Но Юдо уворачивается и отступает, в то время как Саган потрясен, увидев, что Року сделал это без талисмана. Пыль рассеивается, и Сёган понимает, что Року снова потерял контроль над собой, поскольку его охватывает ярость, и его глаза краснеют, когда он нападает на Юто. Атаку легко останавливает Юто, которого это не смущает. И он говорит Року, что овладел искусством, и у него есть полный контроль, в отличие от него, прежде чем отшвырнуть его к стене. Року снова встает и пытается атаковать, но его снова уносит ветром. Року думает, что третий раз это волшебство, и делает это снова, но его снова отбрасывают. Юдо начинает получать удовольствие от этой игры в теннис и продолжает отбрасывать его снова и снова, в то время как Року безжалостно атакует его, не заботясь о себе. Бенио наблюдает за этим издалека, не в силах поверить, что его брат садистски пытается причинить боль Року, который потерял себя от ярости из-за погибших детей. Року снова появляется и наносит невероятно сильный удар, но внезапно Бенио встает между ними и пытается блокировать удар своим мечом. Року приходит в себя после того, как увидел ее, но не может остановиться и отбрасывает Бенио в контейнер. Он сразу же подходит к ней и спрашивает, почему она это сделала, а она отвечает, что не могла видеть, как он поддается бушующей в нем ярости. Юдо подходит к нему сзади и говорит Року, что он всегда знал, что Року силен, и предлагает ему место рядом с собой, обещая при этом сделает его более могущественным, чем когда-либо, но Року говорит ему, что он скорее умрет, чем объединит свои силы с Юдо. Юдо просто ухмыляется, утверждая, что они скоро встретятся, и к тому времени Року должен стать еще сильнее, чтобы ему не было скучно, а затем он уходит. Сёган говорит Року не следовать за ним и открывает портал, одновременно хватая Маю. Они попадают в реальный мир через портал, и Сёган забирает Маю, в то время как Бенио немедленно опускается на колени и склоняется перед ним, прося прощения за ту боль, которую его брат причинил ему всю жизнь. Все эти годы Року говорит ей, чтобы она подняла голову, потому что это была не только ее вина, но и его тоже. Он утверждает, что прожил с Юдо долгое время и должен был знать его истинную природу. По его словам, если бы Микки Сток был Юдо 2 года назад, ничего подобного никогда бы не случилось. Он продолжает, говоря, что понял одну вещь. Он убегал от битвы, потому что ему больно вспоминать о том, что произошло 2 года назад, но из-за этого он ничуть не улучшился и остается таким же сильным, каким был 2 года назад. Он встает и обещает, что станет сильным и победит Удо. В то время как даже Бенио встает и говорит, что хочет стать сильнее вместе с ним, чтобы также привлечь к ответственности своего брата. Прошло уже несколько дней, как Року стоит перед зеркалом и вспоминает, как они пошли к Сагану и попросили его обучить их. Но он сказал им, что у него не было достаточно времени, прежде чем вернуть талисман Року и уйти. Внезапно Бенио заходит в ванную и говорит ему, чтобы он отваливал, потому что ей нужно в туалет. Позже он заходит в гостиную и видит красивую Милфу, сидящую на диване в окружении цветов. Бенио тоже спускается вниз и сразу узнает ее, прежде чем поприветствовать. Она говорит ему, что это Милфа Субару, которая также была одним из 12 стражей и ее учителем. Появляется еще один странный персонаж, похожий на кошку, которого зовут Тата, и он также является одним из 12 стражей, но люди мало что о нем знают. Року внезапно понимает, что если Субару является одним из 12 стражей, то она должна быть суперсильной и просит ее обучить ее, чтобы он мог стать сильным. Бенио следует его примеру и кланяется, умоляя ее обучить их, и что удивительно, она довольно легко соглашается на это, говоря им, что их тренировка начнется завтра утром. На следующее утро она приказывает им пойти в специальное место под видом тренировки, которое оказывается бутик, где они оба покупают одежду по фигуре. После чего она по сути превращает свою тренировку в свидание и заставляет их проводить время вместе. Кажется, у них с этим проблемы. И наконец, после того, как они выбились из сил, Року покупает кучу еды для Беньё, что делает ее счастливой. И они садятся у реки, где впервые встретились, пока Беньё с жадностью набрасывается на еду. Они разговаривали о жизни, как вдруг из ниоткуда появился Кигер, застав их врасплох. Беньё немедленно открывает портал, и они оба попадают внутрь, только чтобы обнаружить безумно большое количество Кигер, ожидающих их. Року немедленно достает свой талисман и использует его, чтобы достать свою огненную перчатку.
девушку, в то время как Биньо использует свои чары и готовится разрезать все, что попадется ей на пути. Однако внезапно она замечает, что у Року, похоже, возникли некоторые проблемы с контролем над своей рукой, когда он падает на колени из-за боли, и когда Бенио пытается ему помочь. Он теряет контроль и набрасывается на нее. Она уворачивается снова и снова, в то время как Року изо всех сил пытается взять себя в руки, одновременно приказывая Бино убегать. Бино, однако, полна решимости и использует на нем один из своих талисманов спокойствия, который отнимает у нее много энергии. Но это успокаивает его достаточно, чтобы он мог вернуть его руку под контроль. Он потрясен, увидев, что Бенио смогла это сделать, но ее собственная энергия падает очень низко, и она падает на колени. Они готовятся встретиться лицом к лицу с Кигером, и Року прыгает вперед, убивая кучу Кигеров своей волной, но Биньо слишком слаб и падает, и снова она не в состоянии защитить себя. Толпа Кигера набросилась на нее, но Року тут же бросился защищать ее, а затем крепко схватил, чтобы убедиться, что она не пострадает. Внезапно группа Кигера умирает позади них, и они оборачиваются, чтобы увидеть, что все до единого Кигера вокруг них просто уничтожаются никем иным, как Субару, когда она подходит к ним в своем викторианском платье. Их тут же снова окружают, но Субару велит им успокоиться, а сама достает свой талисман и достает пистолет из своего веера. Она немедленно начинает палить по Кагерам, убивая каждого из них одним ударом, прежде чем схватить другой пистолет и сразиться с этим дерьмом на дуэли лучше, чем Джеймс Бонд. Року потрясен ее силой, когда она показывает всем мощь Америки и сметает все на своем пути. Волна Кигеров, похоже, не заканчивается, и она вынуждена задействовать тяжелую артиллерию, поскольку решает перейти в режим Рэмбо и достает дробовик, прежде чем начать стрелять каждый раз. Существо, которое ходит вокруг нее как законченный псих, прежде чем достать автомат и произвести на нее наилучшее впечатление о военных преступлениях нацистов. Року замечает, что Тада тоже подвергается нападению, но не сдвинувшись ни на дюйм, уничтожает каждый килограмм вокруг себя. Бенио говорит ему, что никто не знает, каковы способности Таты, и он считается очень сильным и загадочным даже среди 12 стражей. Она продолжает взрываться и вскоре наносит мощный удар, который убивает каждого Кигеру вокруг них. И Року и Бино потрясены ее выносливостью и магическими способностями, так как она даже не вспотела, прежде чем выйти из портала. Позже тем же вечером Року и Бино возвращаются со своего маленького свидания и обнаруживают, что весь дом отремонтирован и выглядит как дворец. Он кажется чертовски смущенным, когда внезапно замечает, что Субару настоящая мамаша. И его кровяное давление начинает повышаться, когда его волшебная палочка начинает зачаровываться. Бёнха замечает это и пинает его, называя извращенцем. На следующее утро Року поручили вышивать вместе с Бёнхо, но он не справляется с этим должным образом и утверждает, что Субару просто использует их в своих интересах. Бёнха говорит ему, что она, должно быть, делает это по какой-то причине. А затем до нее доходит, что она делает это для повышения концентрации, поскольку Року снова и снова терял контроль над своей правой рукой. Позже он заваривает чай для Субару, который бездельничал там и командовал им. Он дает ей немного чая, но она немного суетится, прежде чем взять его, в то время как Бинио подбегает к ней с чем-то съедобным. Она говорит Року, чтобы он сейчас же помассировал ей плечо, но Року уже надоело, и он начинает кричать на нее, чтобы она перестала возиться с ними, когда он напоминает себя от того, насколько слабым он был в последнее время, до такой степени, что снова и снова терял контроль над собой, и каждый раз Бинио приходилось спасать его. Субару просто смеется и говорит им, что любые тренировки были бы бесполезны, так как они не могут думать вместе. Она говорит им, что как команда они должны очень легко понимать невербальные сигналы, чтобы быть готовыми к любым обстоятельствам. Но они невероятно плохи, когда дело доходит до понимания друг друга. Другое. Миньо говорит ей, что она полностью понимает Року, но Субару просто смеется и предлагает поиграть в прятки. Она говорит им, что если они оба вместе смогут найти, где она находится, она начнет относиться к ним серьезно и приступит к строгим тренировкам. И они немедленно соглашаются с тем, что думает Року. Что должно быть невероятно легко найти такого человека, как она, пытающегося спрятаться, особенно в таком огромном платье, как это. Она начинает обратный отсчет, удивляя Року, как она может спрятаться, если стоит прямо здесь. Но как только обратный отсчет заканчивается, она просто растворяется в воздухе. Они сразу же начинают искать ее по всему дому, но безуспешно, так как не могут найти ни одного места, где она могла бы спрятаться. Бенио зовет Року, который подбегает к ней только для того, чтобы найти ее в ее комнате с журналом, который, как он думает, принадлежит его девушке. Бенио злится на него за это, когда они находят внутри него записку от Субару, в которой говорится, что она всегда использует инкогнито и что она выходит на улицу. Он сразу же выбегает вместе с Бенио, но через некоторое время останавливается и начинает думать, куда, черт возьми, он вообще пытается пойти. Бенио называет его идиотом, прежде чем они слышат, как пара девочек обсуждают красивую женщину в платье. Року сразу же спрашивает их, где они видели эту женщину, и они указывают ему на кафе. Они доходят до кафе, чтобы найти там новую девушку, но Бенио замечает чайную чашку с остатками губной помады на ней и понимает, что она, должно быть, была здесь. Року спрашивает официантку, куда ушла эта дама, и она отвечает, что пошла в магазин одежды. Они сразу же направляются в ближайший магазин одежды, где владелец магазина говорит им, что они только что разминулись с ней, когда она зашла в антикварный магазин. Они бегут в антикварный магазин, где узнают, что она проголодалась и пошла
пришла в ресторан, что вынуждает их пойти туда. Внутри ресторана официант спрашивает, не друзья ли они Субару, и заводит светскую беседу, но Року злится и велит ему прекратить разговор. Дерьмо, а официант отвечает, что она съела кучу еды и сказала им, что придут ее друзья, которые заплатят. Они выходят из ресторана совершенно обессиленные, к тому же у Року пропали все деньги. Року закончил поиски и собирался объявить о своем поражении, но Беньо говорит им, что они не могут этого сделать, и если они хотят найти ее, то должны думать так же, как она подумала бы в тот момент. Вот этот момент. Беньо думает, что она могла бы пойти на занятия фитнесом, так как хотела сесть на диету, и Року с этим согласен. Они оба быстро отправились на занятия по зумбе, где наконец заметили заднюю часть автомобиля, который, как они думали, был Субару, но оказалось, что это просто Тата в парике. Она дала им записку, в которой говорилось, что их гость был милым, но, к сожалению, некорректным. Они выходят из здания в полном изнеможении, когда внезапно все вокруг становится красным, и они понимают, что где-то поблизости должен быть ключевой механизм. Беньо немедленно открывает портал, и они оба проходят через него и готовятся к битве, но не могут найти монстра. Внезапно на них нападают два огромных химиката, но им удается ловко увернуться. Кагера оказывается гигантским осьминогом, который был показан во многих моих ночных видеороликах. Року не нравится уродливый ублюдок Джоунер, поэтому он немедленно хватает несколько камней и зачаровывает их, прежде чем запустить в монстра. Но покачивающееся тело отклоняет все его атаки, не оставляя следа. Царапина. Беньо тут же выхватывает свои мечи и пытается использовать свою особую технику танца клинков, чтобы разрубить чудовище на куски. Но атаки не оказывают никакого эффекта на жирное тело осьминога. Внезапно осьминог выпускает огромную дымовую завесу, которая накрывает все пространство, разделяя Беньо и Року. Они пытаются окликнуть друг друга, но не могут найти дорогу. Осьминог находит лазейки, атакует как Беньо, так и Року, но они оба очень быстро отбивают атаки, и Року немедленно достает свой талисман, но останавливается, так как боится ударить Беньо или потерять контроль над своей рукой. Беньо также сдерживает свои атаки из-за страха, что в конечном итоге она может навредить Року. Прежде чем они успели что-либо придумать, монстр снова атакует Беньо, и хотя она уклоняется от первого удара, в итоге она получает удар вторым щупальцем и отлетает в стену. Року пытается пробраться к ней, но в итоге едва успевает увернуться от атаки и снова падает на землю. Беньо снова встает и понимает, что ей не следует предугадывать движение монстра, а нужно следить за тем, куда движется Року, так как тогда они смогут синхронизировать свои атаки. Року думает о том же самом, и наконец они синхронизируются, когда заряжаются, готовые к атаке. Осьминог атакует их обоих, и Року решает пойти в атаку, используя свою перчатку, чтобы выбить щупальца из осьминога. В то время как Беньо предвидит это и немедленно бросается вперед, чтобы уничтожить щупальца. Сумин оба устремляются к осьминогу и в результате совместной атаки проделывают в монстре дыру, полностью уничтожая его. Внезапно они слышат звук чьих-то хлопков и, обернувшись, видят Субару на крыше здания рядом с Тада. Она поздравляет их с командной работой, утверждая, что они значительно улучшились, и поскольку на этот раз Року тоже думал скорее о том, что просто разозлился. Он смог контролировать себя, полностью повредил руку. Они оба наслаждаются своей победой, прежде чем повернуться к Субару и заявить, что игра еще не завершена, а это значит, что они выиграли, так как нашли ее. Субару просто вздыхает и исчезает, отдавая им победу. На следующий день она уходит вместе с Татой, уходя, передает записку Беньо, которая читает ее и выглядит рассерженной, прежде чем зайти в комнату Року и найти еще один журнал о природе, прежде чем выбросить их все. Пара дней проходит без каких-либо происшествий, пока Року усердно тренируется, стараясь сделать это как можно дольше. Он понимает, что его сила значительно возросла, когда он использует свой удар, чтобы погасить сгусток пламени, думая о том, как он потерял контроль, и как он больше никогда не захочет причинять боль Беньо. Затем он решает попробовать применить свою дополнительную силу, поэтому он использует свои удары, но следит за тем, чтобы пламя не вспыхнуло. Он проделывает это с каждой оставшейся свечой, и как только он удовлетворен, он думает о том, как ему победить Уда. Только для того, чтобы осознать, что он не может победить Уда, просто используя свою силу и держа все под контролем. Чтобы пойти против Уда, он должен проявить всю свою силу, ничего не скрывая и сохраняя при этом контроль над собой. Он решает, что нет смысла размышлять над этой проблемой прямо сейчас, поэтому он заканчивает с этим и возвращается обратно только для того, чтобы обнаружить, что из кухни идет много дыма. Он прибежал, чтобы найти Беньо. Они что-то готовят в огромной кастрюле, от которой так дурно пахнет, что она похожа на ученого, работающего на атомной станции. Он спрашивает, что, черт возьми, она готовит, и она говорит ему, что решила приготовить полезный обед из овощей, сардин, тунца, улиток, губок и другие адские штуки. Он говорит ей, что она готовит дерьмово, и что ей больше не следует готовить. Минхо не обращает на него никакого внимания и заявляет, что блюдо готово. Року отказывается что-либо есть, поэтому она показывает ему стакан чернобыльского сока, который она приготовила и пьет каждый божий день, чтобы оставаться здоровым. Она утверждает, что даже приготовила один стакан и для него, что очень заботливо, но Року все равно не хочет его пить. Бенни показывает ему, как нужно пить, залпом выпивая все содержимое, как будто это тыквенный сок, прежде чем назвать Року бета-майонезом. Року, очевидно, не может оставить это без внимания, поэтому он сразу же выпивает его залпом,
но оно оказывается таким горьким и неприятным, что в итоге он катается по полу. Постоянно валялся на полу и при этом обругивал ее. Я подхожу к ней и говорю, что она идиотский сэндвич и дверная ручка, которой никогда не следует готовить, иначе у Гордона Рамзи может случиться сердечный приступ. Она злится на это и спрашивает, умеет ли он готовить. И, конечно же, он отвечает, что умеет готовить очень хорошо. Она смотрит на него с укором и говорит, что он должен что-нибудь приготовить, если он так уверен в себе. Он принимает вызов и говорит ей, что отныне у них будет ротационная политика, согласно которой обед будет готовить она, а ужин он. Но они узнают, что он готовит намного лучше, чем Бенио, который вообще не будет готовить. Она принимает его предложение, прежде чем сказать ему, что она уйдет на вечернюю работу, пока Року готовится готовить. Она выходит на улицу и начинает бегать по берегу реки, думая о своей домашней еде, когда замечает, как мать и дочь радостно несут продукты домой, чтобы приготовить ужин. Она помнит, как ее мама спрашивала папу, что бы он хотел съесть, даже когда перед ними стояла гигантская Кигера. Они были одними из сильнейших экзорцистов и всегда работали вместе. Чтобы победить Кигеру, они просто наложили свои чары, атаковали Кигеру в организованной атаке, которая уничтожила Кигеру одним ударом, шокировав каждого экзорциста в округе. В то время как Бениова просто похлопал в ладоши и сказал им, что она хочет быть похожей на них, когда вырастет. Тем временем Року готовил ужин, используя всю кухню и используя все, что смог достать, чтобы приготовить лучшее блюдо, которое она когда-либо пробовала. Он отвлекается и в итоге что-то подгорает, но через некоторое время берет ситуацию под контроль, заканчивая одной миской яичницы глазуньи. Рис, в то время как целая куча посуды бросается в раковину для мытья посудомоечной машины, вторит женщинам. Он ждет где-то поблизости и понимает, что прошло уже довольно много времени с тех пор, как Бенио выходил на пробежку, и начинает волноваться. Тем временем Бенио возвращается к реальности, когда Кима говорит ей, что им, вероятно, следует вернуться домой, так как уже довольно темно, но Бенио этого не делает. Похоже, он настроен на общение и продолжает двигаться в том же направлении. Внезапно они чувствуют, что что-то не так, и она падает. Бакина начинает дрожать, когда он говорит ей, что чувствует присутствие Кагера совсем рядом с ними, и это тоже очень большой. Не теряя ни секунды, Беньо отвечает, что она немедленно удалит его. Некоторое время спустя Року прибывает на место с упакованной едой, так как он думал, что она остынет. Он оглядывается в поисках нее, задаваясь вопросом, куда бы она могла пойти побегать. Когда внезапно ему в голову приходит мысль о том, что если бы она пошла убить несколько килограммов в одиночку. Именно это и происходит, когда внутри портала стоит Бемё с мечами в руках, в то время как даже Кина, кажется, находится в замешательстве. Напугана безумно большими монстрами, стоящими перед ней. Она, кажется, совсем не возражает, и как только огромный титан пытается ударить ее, она отпрыгивает и решает справиться с ним одним ударом. Но к ее удивлению, Кагера взрывается, и кто-то выходит изнутри, пинком возвращая ее на землю. Мужчина, подходя к ней, спрашивает, не является ли она экзорцистом. Она смотрит на него, и он выглядит как странное сочетание человека и Кагеры с золотистыми глазами. Парень спрашивает, не знает ли она, где он может найти близнецов-экзорцистов, и просит ее ответить быстро, так как у него нет времени. Он говорит ей, что если она не знает, или если она знает, но отказывается сказать ему, он убьет ее. Однако, если она расскажет ему, он, возможно, оставит ее в живых. Он предлагает ей все варианты и говорит, что будет считать до 10 и ждать ответа, после чего убьет ее несмотря ни на что. Он начинает обратный отсчет, и у нее сразу же начинается посттравматический стресс, который начался, когда она была маленькой. Когда ее родители были побеждены и удерживались тем самым монстром, который дал ей жизнь. Тогда у нее тоже был выбор между спасением ее отца или ее мамы, пока он считал до 10. Она встает на ноги, забирая с собой мечи, и в гневе выкрикивает его имя, что шокирует монстра по имени Камуи, который спрашивает ее, откуда она о нем знает. Она не отвечает и сразу же нападает на него, но он легко уходит с дороги, в то время как она начинает бежать так быстро, как только возможно, пытаясь нанести удар. Одновременно спрашивая, действительно ли ему наплевать на всех людей, которых он убил до сих пор. Она пытается найти лазейку, спрашивая его, помнит ли она пару экзорцистов, которых он убил 6 лет назад. Он дает ответ, который злит ее еще больше, и она решает напасть. Но к ее ужасу он просто слегка ударяет по мечу, и тот ломается, прежде чем использовать магический взрыв, чтобы сломать ей ногу и повалить на землю. Он подходит к ней и заявляет, что не помнит, сколько насекомых он перешагнул, прежде чем вскочить и нанести ей сильный удар ногой в лицо, который пробил ее защитную броню и заморозил ее. Он подходит к ней, когда она неподвижно лежит на земле, и спрашивает, жила ли она всю свою жизнь в надежде отомстить за то, что он убил ее родителей. И если это было так, то это была жалкая демонстрация силы с ее стороны. Он подошел и положил ее ноги ей на голову, прежде чем спросить, как бы она хотела умереть. Он использовал 2 ее аукциона, сказав, что она может умереть либо от того, что ее раздавят, как ее родителей, либо от того, что он разобьет ее голову о землю. Затем он сказал ей, что у нее будет 10 секунд, чтобы принять решение. Он начал обратный отсчет, и она вспомнила, как на их похоронах пообещала, что однажды отомстит за них, и начала плакать от беспомощности и отчаяния, пока Камуи отсчитывал время. Она чувствует себя совершенно бесполезной, так как не смогла сделать даже одну вещь правильно, и Камали уже собирался закончить обратный отсчет. Когда внезапно Року наносит мощный удар, который отбрасывает его в сторону. Он отчитывает Бенио за то, что она была такой безрассудной и пыталась бороться с Кигером в одиночку, несмотря на то, что они команда. Он говорит ей, что даже принес ей немного ужина, так как он мог остыть. Это действительно трогает ее сердце, когда она говорит ему убегать, потому что он не может победить
победить этого монстра. Камуи выходит из-под обломков и направляется к ним, утверждая, что собирается убить их обоих прямо сейчас. Но, к счастью, один из тараней Кигера заканчивает тем, что пытается остановить их. «Атакуйте Конгли», что даст Року достаточно времени, чтобы сбежать вместе с Биньо в безопасное место. Он тут же подлатал ее и сказал, что они должны вернуться и доложить обо всем вышестоящему руководству. Но Биньо очень взволнована и рассказывает Року о том, как ее родители погибли из-за этой дурацкой шляпы. Он говорит ей, что даже он потерял все, но она придала его жизни смысл.